привет! Меня зовут Олеся. Сегодня очередное видео. Это видео для студентов и выпускников, студентов старших курсов и выпускников любых учебных заведений. Я начинала искать свою работу, будучи на 5-м курсе университета, и хотела сделать все заранее, для того, чтобы закончить университет и сразу же уже поступить на работу. Это было довольно сложно, очень амбициозно, по очевидным причинам. Естественно, у меня не было опыта работы, поэтому поехали, расскажу вам мои советы, что необходимо для того, чтобы все-таки эту работу получить. Итак, поехали. Первый совет. Обязательно укажите средний балл вашего диплома. Объяснять, почему это важно, я не буду, вы прекрасно все это понимаете сами. Вы избавите себя от лишних вопросов, указываем средний балл вашего диплома в своем резюме. Итак, следующий совет. Очень рекомендую рассказать вам про все курсовые работы, дипломные и научные работы, которые вам удалось написать, либо вы пишете их в настоящий момент. Также расскажите про практики, которые вам удалось пройти. Есть смысл рассказать о темах, на которых вы специализируетесь. И плюс ко всему, пожалуйста, будьте готовы ответить на все вопросы по написанным вами работам. Следующее. Я рекомендую вам рассказать опыт, каких компаний вы успели изучить, что вам близко и что вам не нравится. Итак, следующее. Я очень вам рекомендую изучить ту компанию, в которую вы идете на собеседование. Неважно, онлайн это будет встреча или очная встреча. Вы должны знать, чем занимается компания, в каких странах и городах присутствует, какие были или есть или планируются крупные проекты. Вы должны знать миссию компании и понимать, насколько она вам близка. Все это можно найти в открытых источниках, либо на официальном сайте компании. Идея такая. Чем больше вы знаете о компании, в которую идете собеседоваться, тем лучше. Если есть внеучебные проекты, в которых вы участвовали, их также можно описать. Расскажите и приведите примеры. К примеру, если вы организовывали какую-то конференцию или какое-то другое мероприятие, расскажите, кого курировали, какое количество человек было в вашей ведомости, чем занимались, как реализовали, насколько успешно и что из этого для себя извлекли, какой опыт. Итак, есть список вопросов, на которые вам необходимо иметь ответы всегда и в любой ситуации. Это дурацкие вопросы, я их очень не люблю. Это вопросы типа «Кем вы видите себя через 5-10 лет?», «Где вы видите себя?», «Почему вы хотите работать именно в этой компании?», «Чем вам нравится именно наша компания?», «Чем вы можете быть полезным для компании?» и так далее. Вот эти вот все дурацкие вопросы, вам на них необходимо ответить. В первую очередь для себя. Вы должны иметь четкие, внятные ответы на эти вопросы. Более того, вам необходимо их отрепетировать. Я не гарантирую, что вам будут задавать эти вопросы, но, поверьте, их задают нередко. Поэтому у вас должны быть четкие ответы на эти вопросы. Прорепетируйте их. Итак, еще один очень важный совет. Крайне важно, если вы возьмете рекомендательные письма от ваших научных руководителей, профильных преподавателей и любых других преподавателей. Это будет отличным подспорьем для вашего резюме. И такие блиц-советы. Первое. Проверьте свое резюме после того, как вы его полностью составили, на предмет ошибок. Если вы будете составлять ваше резюме в программе Word, тогда все прекрасно. Если же нет, то обязательно используйте какие-то спецпрограммы. В вашем резюме не должно быть ошибок. Это просто, господа, будет полный провал. Какое бы оно ни было и какие заслуги бы вы там ни описали. В вашем резюме не должно быть ошибок. Точка. Следующее. Проверьте обязательно свои социальные сети. Поверьте, опытный рекрутер обязательно проверит все социальные сети. А также опытный рекрутер найдет даже то, что, по вашему мнению, скрыто. Поэтому обязательно проверьте на предмет адекватности восприятия вашим потенциальным работодателем. Фотография. Это крайне важно. По фотографии у меня есть прекрасное видео, где я подробно объясняю, какая фотография должна быть. Я прикреплю ссылку в описании к этому видео. Очень важный момент. Все то, о чем вы пишете в своем резюме, должно быть подкреплено примерами. Например, если вы пишете стрессоустойчивость, приведите пример, как вы это проявили. Умение работать в команде. Приведите пример и объясните. Умение работать с большим объемом информации. Также все должно быть подкреплено примерами. Логику вы понимаете.
Еще я крайне рекомендую посмотреть мое видео о том, как составить резюме. Я в нем подробно объясняю всю структуру и то, как составить качественное, хорошее, работающее на вас резюме. Ссылку на это видео я прикреплю в описании к этому видео. Также прикреплю ссылку для того, чтобы вы могли скачать себе бесплатный макет резюме и заполнять его. Вам будет таким образом гораздо легче, и у вас будет правильная структура резюме, и оно будет действительно качественно составлено. И теперь, пожалуй, самый главный совет. Друзья, не бойтесь проходить собеседование. Есть один простой закон. Чем больше собеседований вы проходите, тем более уверенным вы становитесь с каждым последующим собеседованием. Поэтому проходите как можно больше собеседований, потому что к этим собеседованиям предполагается, что вы будете готовиться. Чем больше вы будете над этим работать, будете проходить собеседования, будете к ним готовиться, проходить снова. Поверьте, вы будете профессионально расти, и вам будет намного легче проходить другие собеседования, и вы будете гораздо увереннее себя чувствовать, а это уже половина успеха. Поэтому всем желаю успехов в поисках работы, профессиональных успехов, удачи и до следующего видео. Пока!